Человек под дождем. Мы встречаемся с вами, соблюдая все меры конспирации. Меня проверяли на входе. Не, нормально. Вы опасаетесь за себя, за свою жизнь? Покушение. На меня несколько раз совершались покушения, и не только в России. В Лондоне был инцидент, сейчас ведется расследование. Ну, то есть инцидент, это, собственно, было покушение на убийство, очевидно, потому что обнаружили эти explosive devices, я не знаю, как-то предположительно взрывные устройства обнаружили представители ISO-15, то есть это антитеррористическое подразделение. И обнаружили они под всеми моими автомобилями. У вас есть предположение, кто мог бы быть заказчиком? На сегодняшний день идет Гаагский трибунал против Российской Федерации на 12 миллиардов. Собственно, Россия для того, чтобы предотвратить это, используя самые грязные методы. Улюкаев. В силу того, что я обладаю определенными знаниями на эту тему, могу себе предположить, что это очевидно политическое дело. Причем вот с таким жестким, грубым использованием суда. Вот на сегодняшний день мы посмотрим, как и что произойдет с Улюкаевым. Здесь сложнее в том смысле, что Улюкаев является плоть от плоти, собственно, представителем этой же системы. У него есть свои сторонники, которых не так много. Сечин, наверное, чуть сильнее. Тут зависит, как, кто там кого переиграть. Насколько эти люди мстительны? Могут ли они предавать друг другу? Конечно, это люди, которые друг друга ненавидят, у которых есть свои интересы, которые, тем не менее, вынуждены там общаться, находиться в одном здании, допустим, в Доме правительства, в Кремле там, и так далее. То есть, вот я помню это там, с самого начала, но я не представляю, что там какой-нибудь зам руководителя администрации, включая руководителя администрации, независимо, кто им был, Волошин, Медведев, там, кто угодно, или там вице-премьеры в Кремле, чтобы, то есть, это даже не группировки, это просто тотальная личная неприязнь. То есть, собственно, что вот после выборов 2000 года Путин принес с собой? То есть, ну, во-первых, это некая такая вот философия КГБ, которая очевидно подразумевает, что ничего нет такого. Вот какая там дружба, какие там, собственно, существуют. Это смешно просто. То есть, он не доверяет никому, не доверяет там личной охране, он не доверяет никому, не доверяет своим близким в прошлом с сотрудникам того же КГБ. Он понимает, что они способны его подставить там в любую минуту. Он не доверяет никому. И это, собственно, его так учили. Путин. Но это человек, который никогда не избирался. То его туда назначали, сюда, то в университет, то там в ГДР, то еще куда-то, то в мэрию. Путин вообще не хотел быть президентом. Путин не хотел категорически, до последнего момента пытался всячески отказаться от этой вот возможности стать президентом России. Он абсолютно не был готов к этому, он до конца в это не верил. И тем не менее, я думаю, он поверил в это, когда шла инаугурация. Даже не выборы, и даже не уход Ельцина, а именно в момент инаугурации. Он понял, что он на 4 года, а может быть меньше, должен выполнять роль президента. Я помню, он мне сказал такую фразу: надо работать с тем материалом, который есть. Именно материалом. Это его цитата. То есть, это вот прямая цитата, я просто помню это. И мы говорили о том, что если ты хочешь, чтобы страна работала по-новому, если у тебя есть какие-то светлые идеи, если ты хочешь просто хорошего в стране, то просто надо понимать, что нужна свежая кровь. Нужны люди, которые как-то оживят этот процесс. Вспомните свою последнюю встречу с Путиным. Если не ошибаюсь, она состоялась в Голландии. Было действительно в Амстердаме. Путин мне сказал: слушай, прилетаем в Москву, мы там все вопросы решим. Вот, я не буду там долго, про что мы говорили. Было понятно, что он, скажем так, Путин в свойственной ему манере сделал вид, что он что-то слышал, что есть злые люди, которые меня обижают. Он обязательно с ними в ближайшее время разберется, вот как только приедет. Он мне даже сказал: я сейчас позвоню там Чайке, Бастрыкину, мы там разберемся, чтобы там не трогали твоих ребят. Вот он любит такие, вы же знаете, у него это вот манера такая. Твоих ребят там не трогали, все будет нормально.
в силу того, что я его очень хорошо знаю, для меня очевидно, что это просто ничего не значит и ничего не стоит. Ну и вот, собственно, результатом этой встречи стало возбуждение уголовного дела, объявление в Интерпол и прочие вещи. Сын Чайки. Был огромный кусок земли на Рублевском шоссе, а часть земли принадлежит резиденции этого Владимира Владимировича Путина. Вот, она там находится, резиденция прямо на этой земле. А ее решили там зарейдить. Некие люди, которые такие вот профессиональные рейдеры, они там, невзирая на путинскую резиденцию, решили зарейдить эту землю. И, как позже выяснилось, в числе этих рейдеров был сын Чайки, генерального прокурора. И вот это был единственный момент, когда я помню, что Путин, после того, как ему 50 человек, наверное, сказали, там что-то не так, ну, там, Муров звонил, там, директор ФСО, там, я не знаю, там, Виктор Золотов, начальник личной охраны. Слушай, тут уже, сейчас там дойдет до того, что нас отсюда выселят. Что-то надо сделать. И вот тогда я помню, что он позвонил, не позвонил, пригласил Чайку. Чайка пришел, сказал, что там да, и что пытался его убедить, что это не совсем так, а в конце концов, даже если зарейдят, то его не тронут. И вот, конечно, тогда, я помню, пожалуй, это единственный раз, когда Путин был в таком негодовании, когда он просто сказал, значит так, я не спрашиваю, там, кого там тронут или не тронут. Вот я вам даю 24 часа, чтобы ситуация была улажена. Вот это был первый и единственный случай из всего моего многолетнего опыта с ним, тесного общения, когда Путин, вот ровно когда это коснулось его, причем коснулось очень серьезно, потому что там... зашло слишком далеко, я бы так сказал. Или еще такая история, да, то есть Сечин мне говорит, да Собчак проиграл, потому что мы там собираем штаб выборный, а Путин едет в баню. И он говорит, он с таким портфельчиком, у него там, говорит, веник, а он мне говорит, ну, сейчас заеду там в Большой дом, это Комитет государственной безопасности в Питере, сейчас с ребятами там договорюсь, а у него, говорит, веник из портфеля торчит. Преемник. Фигура Путина рассматривалась как промежуточная. Было две кандидатуры. Был Степашин, который уже был премьер-министром, но который олицетворял, в моем понимании, олицетворял некое такое прошлое, который прошел весь путь с Ельциным и который не вызывал каких-то надежд. По факту, я считаю искренне совершенно, что я виноват лишь в том, что я подумал, что я очень хорошо вот разбираюсь в политике, я очень хорошо понимаю, что хочет народ, я очень хорошо понимаю... Ну, там, может быть, на меня как-то повлияли сильно выборы 96-го года, где были эти фокус-группы, где были всякие такие умные технологии американские, которые приехали в Россию. Нет, Собчак не то, что не верил. Просто я спросил его, как бы он к этому отнесся, если бы Путин был президентом. Но он сказал, ну, это просто абсурд, я не понимаю. Там, он говорит, ну да, Володя там хороший парень, но не более того. То есть, о чем мы говорим. То есть, вот и все. Сечин. Договариваются они очень просто. Вот пример, это как Улюкаев договорился с Сечиным. Вы же видели? Вот так они и договариваются всегда. Сечин конвертировал это именно в то, что состоялось. Да? То есть, что, собственно, любой вопрос я могу либо решить, либо не решить. То есть, не важно, что там Путин думает. Вопрос, как я ему это принесу, как я ему это преподнесу, как я ему там объясню, что правда. Сечин получил уникальную возможность, будучи там заместителем руководителя администрации, он, собственно, находился с Путиным, ну, там, как минимум, весь рабочий день рядом. Поэтому он очень переживал, допустим, когда Путин оставался на даче, не приезжал в Кремль, потому что он не понимал, кто приезжает к нему, кто уезжает. Он пытался всячески узнать, он звонил и так далее, но тоже, опять же, та же аппаратная игра, в которой все друг друга ненавидят. 90-е.
надо понимать, что то поколение было совсем другим. То есть это были достаточно образованные в общей массе люди, инженеры. То есть по советским меркам очень простые люди. И из них вот сформировался вот этот вот класс, которому не дали завершить это. То есть у нас нет никакого малого бизнеса, как вы знаете. Там несколько лет назад вы лично могли представить, что Россия окажется в таком тупике, там независимо от цен на нефть. Вот просто, что Россия и Северная Корея и Иран – это примерно одно и то же. У нас людей, которые жили и в то время, и сейчас, да, то есть у нас есть возможность сравнить. То есть ведь общество не хочет там какой-то свободы слова. Вот там, ну, я не знаю, какие-то там диссиденты, единицы каких-то диссидентов готовы жизнь отдать за это. Но 99% это просто не хотят. Они даже не понимают, что это значит. Поэтому, к сожалению, огромному, ну, в силу того, что я 30 лет жизни отдал для того, чтобы этого не состоялось, а это состоялось, я скажу, что я не вижу какого-то... Даже если Обаму завтра изберут там президентом России, вот я вас уверяю, там, это изменится очень нескоро. Посмотрите, мы о чем говорим? О победах там, Петра Первого. Ну, естественно, там 45-й год – это вообще икона. В тот момент, когда, значит, идет демонстрация последней модели айфона, в России идет схватка не на жизнь, а на смерть, спал Николай II с балериной или нет. Просто это такое болото, да, то есть вот учитывая, что там с начала 90-х все-таки я занимался профессиональной политикой и бизнесом, я вам скажу, что к определенному моменту времени даже богатые люди, которые занимаются частным бизнесом, просто устали от этого. То есть вот этот вот генофонд советский, что можно ничего не делать и довольствоваться малым, он вот в сердце, в мозгах там, российских людей. Они просто этого не понимают. Ответственность. Вы сами не чувствуете за собой ответственность? Несомненно, чувствую, но если можно, я бы хотел все-таки пояснить, что я под этим подразумеваю. Значит, в первую очередь, что касается 96-го года выборов, выборы 96-го года, они были честными. Более того, когда Борис Николаевич узнал о том, что, собственно, у него очень низкий рейтинг, он практически не хотел идти на эти выборы. И это такая была чисто человеческая позиция, обида на всех. То есть вот Ельцин, несмотря на все, на его вредные привычки и прочие штуки, он, в общем, искренне, как вот для своей родной дочери, хотел лучшего для России. Получился такой параллельный вот этот вот штаб, в котором собрались какие-то люди, в основном это, конечно, к тому моменту совершенно такая неопытная в этих вещах Таня Дьяченко, там, Валя Юмашев и многие другие очень хорошие люди. Впоследствии туда перебрались там, Коржаков, Барсуков, Илюшин там, и так далее. То есть занимали там целыми этажами. А впоследствии и Чубайс туда пришел со своим штабом, который, в общем, ну, носил не в каком-то смысле технический характер. Я скажу, что вот просто как участник этих событий выборы были абсолютно честные. Это были последние честные выборы в России. То есть, вот только Зюганов может сказать, что выборы были нечестные. Выборы были честные. Навальный. Несмотря на эти дрязги какие-то там с Ксенией Собчак, которая, на мой взгляд, я согласен с Навальным, лучше бы занялась там издательством какого-нибудь модного журнала и продолжала этим заниматься, не тратила время. Вот. То есть Навальный, на мой взгляд, просто смелый человек, очевидно. Я думаю, очень честный человек. Если 2 миллиона человек выйдут и проголосуют за него, то после этого он смело может в Кремль заходить и проводить инаугурацию. Поверьте мне.
То есть вот никакая там это Росгвардия, никакая там 40 тысяч штыков московской полиции. Вот просто никто к этому не готов. Надо понимать, что это такая инертность мышления и вот это вот такие инертные процессы, которые происходят. Да? То есть что вот Путин наш император. По аналогии с Матильдой. Вот. То есть, это совершенно не так. Да? То есть, вот вы послушайте, что эти сотрудники правоохранительных органов о нем говорят дома. Если выйдет, там, я не знаю, 1 миллион, 2 миллиона человек на улицу в Москве, то, вот, собственно, они его и изберут. Вот я уверяю вас. То есть, вот это единственный путь его прихода к власти. Вот никакого другого пути к власти не существует. Вот они его изберут, и все с этим согласятся. И поверьте мне, ни Путин, никто этому не помешает.